Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня я поделюсь с вами рецептами завтраков, очень простых, вкусных и полезных. Это то, что нужно для тех людей, которые следят за своим весом или снижают свой вес. Наш номер один готовится практически моментально. Давайте посмотрим, что нам понадобится. Нам понадобится 50 грамм сухофруктов. У меня получилось 3 ягодки кураги, 3 ягодки чернослива и маленькая горсточка изюма. Нарезаю не мелко, мне нравится именно так. Это количество на одну порцию. Отправляем ягодки, которые я нарезала, в ковшик. Еще добавляю 75 граммов кускуса. Это крупа из твердых сортов пшеницы. Для того, чтобы сделать акцент, маленькую щепоточку соли. И заливаю все кипятком в объеме 200 мл. Перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю всего на 5 минут. Через 5 минут наш вкусный и полезный завтрак будет готов. Прошло 5 минут. Наш завтрак очень быстрый, вкусный и полезный, с кускусом и сухофруктами готов. Отправляем его на тарелку. К такому завтраку замечательно подходит щедрая ложечка меда. Я ее и добавляю. Наш завтрак готов. Приятного аппетита! Завтрак номер один отлично подходит для тех людей, которые не употребляют продукты животного происхождения, потому что готовятся на воде. Кстати, как вариант, вы можете вместо воды добавить горячее молоко, тоже будет очень вкусно. И еще такой вариант завтрака очень удобно брать с собой на работу, либо куда-то в путешествие, потому что он очень легко переносится и там нет лишней жидкости, которая может вытечь. А сейчас мы с вами приготовим завтрак номер два. Завтрак будет белковый и очень простой в приготовлении. Я уже отправила в миску 5 яиц, посолила, добавляю 150 мл молока и перемешиваю. Взбивать ничего не нужно, нам просто нужно смешать соль, яйца и молоко. Теперь с помощью половника разливаем наш омлет, который в будущем будет вафельным омлетом, красивым в форме сердца, в силиконовую форму для выпекания. Такое количество на 2 порции. Каждому достанется по 2,5 вафельных омлетины, наверное, так можно сказать. И отправляем наш будущий омлет в духовку, разогретую до 180 градусов. Итак, прошло 20 минут, достаем наши румяные вафельки из духовки. Теперь просто накрываю тарелочкой, горячо переворачиваю и снимаем форму. Выход у нас на одну порцию, получается 2 вафельки. И еще вот такая аппетитная половинка. Омлет получается просто нежнейшим. Обязательно попробуйте его приготовить именно так. Омлет в духовке нежный-принежный всегда получается. Его очень любят дети. И, конечно, выручает то, что за ним не нужно следить. Отправил в духовку, и через 20 минут тебя ждет вкусный, полезный и простой завтрак. Просто яйца и молоко. Вы можете, кстати, добавить туда помидорки, овощи, сыр, в общем, все, что вы любите и все, что есть у вас в холодильнике. И следующий вариант завтрака. У меня обычно такие завтраки выходные, когда у вас есть немного больше времени приготовить что-нибудь вкусненькое для вашей семьи. Нам понадобится вот такой листик лаваша. Я вооружилась ножницами и разрезаю его сначала пополам и следом еще пополам. Ну и, соответственно, с этой частью поступаю точно так же. Здесь у меня одно яйцо куриное, которое я взбила с 3 ложками молока для того, чтобы смазать лаваш. Я вооружаюсь кисточкой, смазываю лаваш щедро. Кстати, кончики тоже промазывайте, это обязательно, не стесняемся. Теперь отправляем кусочек сыра, то есть кусочек сыра должен быть поменьше, чем лаваш. И заворачиваем. И вот так вот прищепляем для того, чтобы когда мы отправим на сковородку, сыр остался внутри и будет очень вкусно и сочно. И, соответственно, продолжаем нашу работу. Также вот эту часть верхнюю я тоже смазываю яйцом с молоком и отправляю следующий кусочек сыра, заворачиваю опять. И таким образом действуем до самого конца лаваша. Продолжаем. Вот такой получается у меня первый рулетик или конвертик. Сейчас отправлю в тарелку и таким же образом приготовлю все остальные рулетики. Нам понадобится совсем немного растительного масла. С помощью кисточки я смазываю сковороду. Я включила самый маленький огонь. Отправляю наши конвертики на сковороду. Обратите внимание, я их укладываю швом вниз. Накрываю крышкой и оставляю на самом медленном огне на пару минут.
Итак, мы по 2-3 минуты обжарили наши рулетики с каждой стороны. Давайте скорее разрежем и посмотрим на тянучий сыр. Просто обожаю это. Разрезаем наш румяный рулетик с сыром. Посмотрите, какой он получается мягкий. Мои дети это просто обожают. К такому рулетику я подаю томатный соус, и завтрак удался. Как вы видите, завтрак номер 3 готовится буквально за 15 минут из самых обычных, доступных всем продуктов, что немаловажно, и будет радовать всю вашу семью своим вкусом, ну а вас, конечно же, простотой и быстротой приготовления. Обязательно делитесь вашими любимыми вариантами завтраков в комментариях. А еще хочу напомнить, что, как всегда, все ингредиенты будут в описании под этим видео, обязательно заглядывайте. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами приготовим просто легендарное блюдо. Будем готовить завтрак туриста, но у нас будет завтрак богатого туриста, потому что мы возьмем не как в банках минимальное количество мяса, максимальное количество перловки. Мы с вами возьмем домашний, приготовим завтрак туриста, и, конечно же, он будет вкусный и с достаточным количеством мяса. Давайте готовить все очень быстро, просто и вкусно. Практически классика. Одну крупную луковицу нарезаю сначала на кольца, а затем мелким кубиком. Отправляем лук на сковородку. Я уже включила самый маленький огонь и налила 2 столовые ложки растительного масла. Распределяем лук равномерно по сковороде и продолжаем готовить. Морковку натираю на крупной терке. Морковку я отправила к луку и, конечно же, хорошенечко все перемешала. 300 граммов филе куриной грудки нарезаю меленькими кусочками. Как всегда, количество ингредиентов будет в описании под видео, обязательно заглядывайте. К луку и морковке отправляем нарубленное куриное филе, перемешиваем. Овощи и курочку пришло время поперчить, для того, чтобы от перчика остался аромат, а острота ушла. Прошло 5 минут. Вот так аппетитно выглядит лук, морковка и курочка. Теперь подготовим соус для нашего завтрака. Я добавляю 150 мл воды, 1,5 столовой ложки томатной пасты, около половины чайной ложки сахара. Сахар вы можете добавлять или не добавлять по вкусу. Еще солю. Прибавляю огонь до среднего. И теперь перемешиваю все для того, чтобы у нас получился соус. Вкусный томатный соус. И вот пришло время добавить нашу перловку. Я ее отвариваю предварительно, замораживаю, а когда она мне нужна, просто достаю пакетик. Это очень удобно. Перловки отварной у меня 300 граммов. Теперь нам остается просто перемешать перловую крупу, потому что она у меня уже готова, с вкусными овощами и куриной грудкой. И накрыть крышкой на 5 минут для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Крышкой я накрыла. Оставляю на 5 минут, и наш завтрак, ну или ужин туриста будет готов. Итак, прошло 5 минут. Давайте посмотрим, какой аппетитный завтрак туриста по-домашнему у нас получился. Конечно же, такого количества мяса в банку никто нам не добавлял, поэтому мы просто взяли и приготовили его сами. Ведь это очень просто и, самое главное, очень вкусно. Приятного аппетита! Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня у меня в руках вот что, это тортилья. Все началось с того, что как-то я пошла в магазин, и лаваша не было, а были тортильи. Сегодня я с вами поделюсь 3 рецептами, которые можно быстро просто приготовить на основе вот такой тортильи или использовать по вашему желанию лаваш. У меня, кстати, тортильи наполовину из белой муки, наполовину из цельнозерновой, так что они еще довольно-таки полезные. Начинаем готовить. Первым мы из тортильи приготовим пирог очень быстро. В кувшин блендера я отправляю 3 куриных яйца, следом отправляю 1 пакетик ванильного сахара, это он такой коричневый, и столовую ложку сахара. Всего сахара 2 столовые ложки, вы можете использовать просто обычный сахар. Еще нам понадобится 2 столовые ложки крахмала, у меня картофельный, вы можете использовать кукурузный, для того, чтобы наша начинка была кремообразная и очень пышная. Следом я отправляю полкило творога, творог у меня 9%. И напоминаю, что, как всегда, все ингредиенты всех рецептов будут в описании под этим видео, заглядывайте обязательно. Ну и теперь делаем блендером громко бжж.
Наш крем готов. Он получается достаточно густым, как сметана, где-то 20% жирности. Форму для нашего пирога я уже подготовила, застелила ее пергаментом. На моей упаковочке пергамента написано, что необходимо дополнительно смазать маслом. Так что читайте, что именно ваш производитель пишет. Мой рекомендует смазать. И, конечно, стенки формы я тоже с помощью кисточки смажу маслом для того, чтобы во время выпечки ничего не пригорело. Начинаем готовить наш пирог. Это очень просто. Первый слой – это тортилья. Ее мы ничем не смазываем, а сразу прямо из чаши блендера я наливаю немного творожного крема. Этого достаточно. С помощью лопаточки я его распределяю по всей поверхности равномерно. Чтобы пирожок был интереснее, первый слой я присыпаю кунжутом. Кунжута у меня столовая ложка. Следующим слоем опять кладем тортилью, и для того, чтобы наш пирожок в конце концов стал пирожком, немного помогаем ему рукой, чтобы слои соединились. Теперь опять наливаю немного крема и распределяю его с помощью лопаточки. Этот слой я посыпаю столовой ложкой самого обычного кондитерского мака. И опять кладу еще одну лепешку. Также рукой хорошенько приминаю для того, чтобы все слои соединились. И у нас получился действительно пирог. И опять наливаю наш творожный крем. Этот слой я посыпаю кокосом. Вы, конечно, можете брать какие-то ингредиенты на ваш вкус. Можно добавить и ягоды, и тертое яблочко. В общем, все, что вам понравится. Опять приминаем лепешечку для того, чтобы они соединились. И уже выливаем остаток крема для того, чтобы он полностью наполнил форму. Верхний слой мы полностью заливаем тем кремом, который у нас остался, и даем ему прям вот спуститься так, чтобы он покрыл все предыдущие слои и скрепил их. Наш очень простой в приготовлении пирог готов отправиться в духовку. Духовку я разогрела до 180 градусов. Выпекать такой пирожок нужно 35-40 минут. Очень-очень быстрый и простой вариант, поэтому ничего лишнего, но будет вкусно, просто красиво и по-домашнему. Отправляем пирожок в духовку и приготовим еще 2 вкусных рецепта. Следующий рецепт отлично подходит для быстрого и сытного завтрака, либо перекуса, который вы можете взять с собой куда-то на обед, в дорогу и так далее. Давайте готовить все очень быстро и просто. Я включила самый маленький огонь и смазываю сковородочку растительным маслом. Это порция на одного человека. Я беру 2 яйца, немного солю. Теперь яйца нужно взболтать. Кстати, по желанию можно добавить 20-30 мл молока, тогда будет немного нежнее. Но у нас вариант такой с яичницей самый-самый-самый простой. Сюда же я отправляю 30 граммов сыра. Сыр у меня финский, 45% жирности, и он прилип. Помогу ему венчиком. Перемешиваю до однородного состояния и выливаю смесь яиц и сыра на сковородку. Как блинчику помогаю распределиться. И пока яичница еще не схватилась, сверху отправляю тортилью, прижимаю для того, чтобы она прилипла. И быстренько вот таким тем яйцом, которое осталось, еще не запеклось, я смазываю для того, чтобы было очень нежно. Попробуйте, так очень вкусно. Теперь, когда я все хорошенечко промазала, вы видите, тортилья и яичница стали единым целым. И в этот момент я накрываю крышкой и оставляю где-то на минутку. Минутка прошла, вы видите, вот так немного тортилья надулась. Это значит, самое время ее перевернуть. Вот так сначала аккуратненько проходимся по краешкам, чтобы у нас ничего не порвалось и все получилось красиво. Теперь ее переворачиваем на другую сторону. Вот такой красивый омлетик у нас получается. И еще на 30 секунд я накрываю крышкой. 30 секунд прошло, самое время снять крышку. И теперь мы нашу замечательную тортилью с яйцом завернем в красивый рулетик. Кстати, аккуратно используйте вилку, а то я первый раз попробовала с помощью руки и сильно обожглась. Так что будьте аккуратны, берегите себя и свои ручки. Теперь прижимаем по всей поверхности с помощью лопаточки для того, чтобы наш рулетик сформировался. И делаем все-таки еще раз. Вот так заворачиваем. И можно еще немного оставить, чтобы прижарился. Вот такой красивый румяный рулетик с омлетиком у нас получился на завтрак.
К такому замечательному омлету, рулету так и просится томатный соус, отлично к нему подходит. Кто не готовил, для вас рецепт появится в правом верхнем углу. Это намного вкуснее, чем кетчуп, готовится всего за 5 минут. Вот так на разрезе выглядит наш рулетик. И еще одно замечание. Не обязательно добавлять сыр, вы можете добавить зелень или вообще все, что вам придет на ум, все, что вам подскажет ваша фантазия. Потому что кулинария — это дело творческое. Обязательно проявляйте вашу фантазию. Ну и приятного аппетита! Наш завтрак готов! И теперь еще один простой рецепт. Многие просили больше рецептов выпечки на сковороде без использования духовки. Именно так мы сейчас с вами приготовим. Кстати, этот рецепт практически придумала моя младшая дочь, потому что когда я приготовила такие рулетики, она предложила: мама, так можно так сделать пиццу на сковороде с такими лепешками? Почему бы нет? Уставим младенца, глаголит истина. Попробовали, очень вкусно. И сейчас мы с вами такое простое, вкусное, невероятно сырно-соусное вкусное блюдо приготовим. Я уже включила самый маленький огонь. Сейчас сковородку щедро смазываю маслом. Сразу же отправляю на нее тортилью. Добавляю столовую ложку томатного соуса. Ссылку я на него, кстати, уже давала. Так что готовьте обязательно, он универсальный. Подходит ко всему. С помощью ложки распределяю. Теперь сверху на соус отправляю сыр. Я смешала 100 граммов моцареллы и 100 грамм обычного твердого сыра. Высыпаю сейчас половину. И на этом не все. А теперь кладем сверху еще одну лепешку и тоже смазываем ее соусом. Распределяем его равномерно. У нас получится мега пицца, потому что так намного вкуснее. Дети сказали, так им нравится больше. Второй слой точно так же посыпаем сыром. Получается у нас 100 грамм на один слой и 100 грамм смеси сыра на второй слой. Накрываем и теперь ждем, когда наша быстрая пицца на тортилье будет готова. Для всех любителей классической пиццы Маргариты мы уже снимали этот рецепт, она гениально простая, очень вкусная. Рецепт появится вот здесь, обязательно переходите по ссылке. Ну и кто приготовит, конечно, жду ваши отзывы. И еще немного информации для тех, кто спрашивал, как поддержать канал и наше сообщество. И все очень-очень просто. Нужно просто поставить лайк, написать комментарий, это помогает продвижению наших видео. И, конечно, будет замечательно, я знаю, что вы и так это активно делаете, если вы нашими видео, рецептами, либо другими видео будете делиться в соцсетях с вашими друзьями, знакомыми. Можно по старинке просто рассказать коллегам, близким, знакомым. Сарафанное радио, как выяснилось, до сих пор работает, и я вас за это благодарю. Так что вот такие простые инструменты помогут большему количеству людей узнать, что можно худеть без диет, чувствовать себя хорошо. И это все, что я хотела сказать. Ждем готовности пиццы. 3 минуты прошло, снимаем крышку, давайте посмотрим. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Вот она, наша красавица, уже на тарелке. Мне уже не терпится, давайте скорее отрежем кусочек. Я использую специальный нож для пиццы. Хорошенечко прокатываю, потому что, как вы помните, у нас 2 тортильи. И начинаю от серединки к краю. Вот такую замечательную пиццу с тянущимся сыром мы с вами приготовили очень быстро. Аромат на всю кухню. Приятного аппетита! Пирог у меня остыл в форме, я его вытащила, перевернула низом наверх, сняла пекарскую бумагу и давайте посмотрим, как он выглядит на разрезе, потому что я не удержалась и уже отрезала кусочек. Вот такая красота и вкуснота из творога у нас получается, на разрезе выглядит очень симпатично и, конечно, добавки вы можете выбирать на свой вкус. Я к такому пирогу добавлю мой любимый сметанно-медовый соус. Я беру столовую ложку сметаны, чайную ложку меда и еще несколько ягодок урюка. Будет вкусно, красиво, быстро и полезно. Вот такие 3 простых рецепта на основе тортильи вы можете приготовить. И сладкий рецептик у нас есть теперь, и даже пицца на основе тортильи, которая готовится на сковороде и очень быстро. И вообще мне пришла идея научиться самой печь тортильи, потому что, как выяснилось, они универсальные, подходят просто ко всему. Если вы что-то готовите интересное с тортильей, то, что сегодня я не показала, обязательно делитесь вашими рецептиками, секретиками в комментариях. Мне это помогает. Меня вдохновляет, ну и развивает мою, наверное, фантазию. А вот здесь появятся еще наши новые полезные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра.